Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас работа над ошибками. Я покажу, как туго затянуть ленту, чтобы она не болталась, а также покажу, как разделить шар на 6 равных частей. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня я буду обтягивать шар, диаметр у меня 10 сантиметров. Также покажу еще раз, как рассчитать ткань. И самый такой вопрос больной, как затянуть ленту, чтобы она не болталась. У многих с этим возникли проблемы. И, конечно, работу начинаем с того, что крепим вешалку. У меня эта лента 3 миллиметра и 20 сантиметров длиной. Я складываю красивой петелькой и завязываю узелок. Не стоит делать слишком длинные вешалки, они совсем не нужны. Вот я завязываю узелок. Так, что-то застряло у меня тут. Вот, все есть. Так, вот, все есть у меня. Получается вот такая красивая петелька. Теперь беру железную петельку. Так, и одеваю ее вот сюда. И теперь всю эту конструкцию одеваю на игрушку. Полностью одеваем. Все, вешалка у нас прикреплена. Как измерить нужный отрезок ткани? Берем ленту, которая вам не нужна. Вот так с припуском оставляем. Полностью по всему шару. И также, чтобы у нас здесь был припуск. Вот у меня получается 2 сантиметра, 2,5 сантиметра с одной стороны и 2,5 с другой. У меня здесь получается 36 сантиметров, и квадрат 36 на 36 именно нужен нам для шара 10 сантиметров диаметром. Укладываю шар посередине, и вот эти две стороны поднимаю. Кому как удобнее. Кому большие стороны поднимать уголки, кому маленькие. И вот складываю вот такие складочки. Стараюсь все придержать. При этом красивые складочки, чтобы у нас были. С одной стороны и с другой стороны. С первого раза, конечно, у вас не получится, но немного практики, и все будет отлично. Складочки есть. Беру ленту и 2 раза вот так обкручиваю. Лишнее обрезаю и завязываю узелок. Так, схвачу зубами. Вот, узелок у меня есть. Только надо его затянуть. Один раз я затянула. Вот вы видите, тут пока что ничего красивого нету. И вот что у меня получилось. Теперь одну ленту я держу, а вторую вот так перетягиваю ее и затягиваю. Немножко вот так пройдусь по шару, чтобы лишнее то, что у нас там есть, все затянулось. Вот теперь, когда я затянула, все придерживаю пальцем сильно-сильно и затягиваю второй раз. Вот, теперь мы можем проработать все вот эти мелкие складочки. И начинаем вот так все тянуть, чтобы все складочки у нас выровнялись. Вот прямо силой, вот так все, видите, тут у меня что-то не расправилось с первого раза. И несколько раз вот так я прохожусь, расправляю все. Все складочки. Вот уже у нас что-то тут выравнивается. И работаем дальше. Ну вот, ситуация у меня уже получше. Вот тут у меня даже один краюшек. Я взяла плоскогубцы и вот так, чтобы все выровнять. И когда у меня более-менее все затянуто, я снова обворачиваю один раз. И второй раз. И сильно затягиваю.
Также делаю сначала один узелок. Теперь одну ленту держу и второй прохожусь. Вот так прохожусь, затягиваю. Вот, теперь, когда у меня снова все затянуто, делаю еще узел. И снова начинаю прорабатывать все складочки. Вот здесь мне нужны плоскогубцы, чтобы все выровнять. И продолжаю так работать дальше. Вот вы видите, тут у меня уже выравнивается. И нигде у меня ничего не болтается. И продолжаю работать. Если у вас получается, что одна на другую складки заходят, то не только затягиваем, а немного вот так в сторону подергаем, и они расправляются. И продолжаем работу. И еще один маленький секретик. Если у вас совсем уже не получается, мы завязываем узелок, затягиваем по возможности, придерживаем, наносим клей, размазываем и даем закрепиться. Это будет первый узелок. Вот сейчас он закрепится, и уже лента никуда не убежит. И мы завяжем второй узелок. Все, лента закрепилась, завязываем еще узел и обрезаем все лишнее. Вот. Теперь обязательно придерживаем вешалку, чтобы ее не отрезать, иначе вся ваша работа на смарку. И все лишнее отрезаем. Все сразу под корень не режем. Будем двигаться по чуть-чуть. Я сначала большими ножницами, а затем беру маленькие и вот так все выравниваю. Выравниваю именно под колпачок от вешалки. И все боковинки. И продолжаю работу. И когда мы все выровняли, также убираем вешалку и все обпаиваем. Долго зажигалку не держим, иначе ткань у вас может зажечься. Поэтому работаем медленно, но быстро. Ой, извините, аккуратно, но быстро. И все запаиваем. И первым делом обрабатываем верхушку. Я смотрю, где у меня вот это склеивание игрушки было. И значит, здесь у меня будет бантик. Вот здесь я начинаю приклеивать, чтобы лента, где у меня будет стыковаться, она попадала под бантик. Вот у меня, видите, здесь будет бантик. И просто по кругу вот так подклеиваю стразовую ленту. Очень красиво так получаются верхушки оформить. И вот лишнее я подрезаю и все подклеиваю. И первую полоску я подклеиваю вот сюда. Обычно я подклеиваю ленту с петельками, но у меня широкая стразовая лента, поэтому я не буду подклеивать ее. Подклеиваю вот сюда к макушке. Поворачиваю для удобства шар. Вот у меня стык тут был, где игрушка склеивалась. Как бы его не видно, но все равно я его вижу. Поэтому лучше спрятать. Если простой обыватель, так скажем, он не увидит этого, ну, я это вижу. И также вопрос был, наношу я на середину или на всю ленту. Именно когда стразовую цепочку вот эту
подклеиваю на ткань или на что-то еще, я стараюсь по всему краю ленты как бы, ну, подклеивать, именно наносить клей, но не толстым слоем, а размазывать его с одного края, с другой, и вот потом я вот так носиком размазываю и продолжаю работу. Именно этот шар у меня будет разделен на 6 частей, поэтому я вот так беру, примеряю и примерно отрезаю с небольшим припуском ленту вот тут под углом с одной стороны. И так это у меня будет с другой стороны, раз там получается под углом. Вот сразу видите, тут чтобы не терять кусочек. И также поступлю со второй стороны. Вот этот у меня здесь. И со второй стороны. Сейчас все подрежу и вернусь к вам. Все-таки решила показать. Вот я подрезала под линию, чтобы все ровно было. И вот сюда также с небольшим припуском подрежу. Она у меня вот так неровная. Видите, тут узор такой, поэтому под углом нарезаю. Вот у меня здесь центр шара внизу. И теперь я подклеиваю обе полоски вот таким образом. Нанесу клей, так, чтобы не убирать полоску. Совсем чуть-чуть, чтобы просто закрепить. С одной стороны. Так, положу шар и с другой стороны. Так, вот клей надо размазать. И с другой стороны. И даю закрепиться. И теперь полоски располагаю так, чтобы у меня было одинаковое расстояние. И край полоски вот так закреплю иголочкой, чтобы я знала, где мне подклеивать ленту. Мы этот способ применяли на бархатных шарах. И вот теперь я буду видеть, что по этому краю мне надо подклеить. Теперь я просто положила шар, чтобы мне было удобно, и наношу клей на полоску, размазываю. И теперь я знаю, что мне надо совместить с иголочкой. Вот я все совмещаю, и у меня все ровно получается. Вот. Также подклеиваем вторую полоску и обратную сторону. Одна полоска у меня приклеена. Наносим клей, размазываем его и совмещаем с иголочками. И у нас получается идеально ровно. И продолжаем работу. И вот у нас с вами получился шар, разделенный на 6 ровных частей. Все просто идеально. Я надеюсь, после этого урока у всех получатся идеальные шары, и у вас не возникнут никаких проблем. И не расстраивайтесь, если с первого раза у вас не получилось. У меня тоже с первого раза не получилось, признаюсь. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.